Какое мороженое вы любите больше всего? Пишите свой ответ внизу в комментариях, и мы посмотрим, каких сладкоежек среди нас больше. Всем привет! Сегодня мы с вами как раз и сделаем ароматный вафельный рожок, а его вкус вы сами можете выбрать. Для работы нам понадобится вафельная ткань горчичного цвета. Состав ткани 100% хлопок. Сделаем шаблон из бумаги. Чертим круг диаметром 14 см. Но так как обычный лист бумаги формата А4 будет мал, я начерчу полукруг. Переносим шаблон на ткань с помощью мела или карандаша. Перекладываем и очерчиваем вторую сторону. Вырезаем. Складываем ровно по узору. Разрезаем на 4 части. Таким образом, из одной заготовки у нас получится 4 рожка. Подворачиваем край примерно на 1 см. Прошиваем широкими стежками. Далее используем хлопковый или синтетический велюр. Я использую ткань плотностью 230 грамм на метр квадратный в составе 80% хлопка. Для этой работы я выбрала вот такие оттенки ткани. Берем отрезок размером 6 на 23 см. Приметываем к вафельному рожку. Сшиваем. Я пользуюсь машинкой для шитья, так как рожков делаю сразу много. Если вы решите сделать их несколько, то сшить можно и вручную, используя шов, назад иголку. Вытягиваем ниточки. Срезаем лишнюю ткань. Выворачиваем рожок. Заполняем наполнителем. Сшиваем.
Из трикотажа для кукол делаем голову. Вырезаем круг диаметром 6 сантиметров. Собираем на нить. Заполняем наполнителем. Стягиваем и закрепляем нить. Отмечаем и прошиваем глазки. Теперь моя любимая часть работы. Делаем шапочку из шерсти для валяния. Нам понадобится губка или щетка для валяния и игла номер 36. Отрываем шерсть небольшими кусочками. Смешиваем ее, укладываем и приваливаем к голове. После того, как были прошиты глазки, голова стала более плоской. С помощью шерсти мы ее дополнительно выравниваем, делаем круглой. Потерев шапочку о губку, немного распушу шерсть. Для этого можно использовать иглы обратного хода. Шапочка готова, делаем вишенку. Из бордовой шерсти формируем комочек. Сваливаем его до плотного шарика. Канцелярским ножом сделаю небольшой разрез. Добавляем любую зеленую ниточку. Закреплю ее с двух сторон небольшими шариками шерсти.
Приваливаем ягодку к шапочке. С помощью акварельных карандашей и перманентных маркеров нарисую личико. Из органзы или любой другой ленты делаем воротничок. Я использую ленту шириной 4 см, длина отрезка 20 см. Делаем сборку. Приклеиваем к рожку. Приклеиваем голову. Дополнительно украшу мороженое стразами 3 размеров. Использую эпоксидный клей CG500. Вместо страз можно пришить бисер или стеклярус. Наношу клей. Приклеиваю стразы. Вот такие вкусные нарядные рожки у меня получились. Благодарю за внимание, скоро увидимся, пока!